Все повыходили на площадь. Вот показываю, все здесь. Очень много. Едут машины. Никто не боится. Херсон — это Украина. Оце вообще жесть, вилізти на русский БТР. Красавчик, чувак, вообще красавчик. Помните эти кадры? В начале полномасштабного вторжения многие украинцы на оккупированных территориях мирно, без оружия, со своими национальными флагами выходили и протестовали против российской оккупации. А потом эти протесты куда-то делись. В этом расследовании мы вам расскажем, почему протесты прекратились. Это Евгения Чирикова и проект «Активатика». Это второй фильм «Система террора» из серии «Узники». И мы расскажем вам, что происходит с тысячами гражданских украинцев в российском плену. О том, что на оккупированных территориях Украины стали исчезать люди, мы узнали практически сразу. Дело в том, что мы с командой «Активатики» помогали украинским беженцам, и они нам рассказывали про исчезновение то одного, то другого человека. Моего мужа похитили прямо из квартиры. В 6 часов утра мы спали, и какой-то стук в дверь. Мы открываем, и ничего не подозревая, потому что передо мной стоит огромный щит, 5 человек вооруженных с автоматами, балаклавах. Он вышел и говорит, с комнаты поговорил, говорит: Оль, я на 10 минут. Он вышел в футболке, шортах, ключи, телефон с ним был. И я буквально через 40 минут его начинаю набирать, он не отвечает. Уже телефон его не отвечал. Тем, кто хоть немного знаком с российскими реалиями, хорошо известно, что силовики хватают любого, кто способен бросить вызов системе. И обычно после задержания следует пыточное следствие, затем суд и практически всегда обвинительный приговор. Подобную ситуацию мы наблюдаем, к сожалению, и на оккупированных территориях Украины, только с куда более жестокими последствиями. 2 недели его удерживали в Мелитополе. Его пытали, ему применяли электрошокеры, били, не кормили, также кололи какие-то уколы, когда они говорили о сыворотке правды. Через 2 недели его вывезли в город Симферополь, где также издевались и заставляли признать то, что он не совершал и не собирался совершать. 2,5 месяца его удерживали в подвалах Херсона. Понятно, издевались, били, это я уже сейчас знаю с его писем, понятно, и моральное давление было, заставляли подписывать. Потом 6 октября его перевозят буквально там на 2-3 дня в Симферополь. С Симферополя его вывозят в Москву, Лефортово, и там 1,5 года мы находились, Юра находился, там был досудебный процесс. 9 февраля 2024 года его перевозят в Ростовскую область, Ростов-на-Дону, СИЗО номер 1, где сейчас он и находится. Украинцы находятся в подвале этого СИЗО номер 1 в Ростове-на-Дону. Там нет канализация, постоянно прорывает, все мокрое, запахи, крысы, тараканы. Их находится в комнате при норме 10 человек, их 30. Они спят или по очереди, или на полу. И 14 февраля 2023 года в Ростове-на-Дону начался показное судилище над ними, как экстремисты и террористы в составе группировки. Гражданских украинцев, так же как и военнопленных, судят военные суды в Ростове, Симферополе, Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе. Есть адвокат, который представляет Андрея на суде. Но, на жаль, его функция заключается в том, чтобы просто как морально поддержать, передать от нас весточку. И вот в этом заключается его помощь. Больше года идут судебные заседания, на которых рассматривают непонятно о чем, потому что пытались рассказать о том, что какие пытки были к ним применены,
Ну, их не услышали, им даже и слова не дали. Но вот сейчас самое страшное, что скоро будет уже приговор, и мы не знаем, куда его направят, и мы понимаем, что ему дадут огромный срок, ну, очень огромный срок, лет 20-25 дают. И куда его отправят, мы не знаем, и что с ним будет. Очень страшно. В апреле 25 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил Андрея Голубева к 12 годам заключения. По версии следствия, якобы Андрей входил в какое-то террористическое подполье и собирался взорвать машину рядом с Центром гуманитарной помощи. Этот суд выносит приговоры как гражданским, так и военнопленным украинцам практически нон-стоп. И обычно приговоры звучат просто абсурдно. Например, насильственный захват власти. Но сроки люди получают реальные. В марте 25 года этот военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении 22 украинцев, так называемых бойцов батальона «Азов». Среди них было 8 женщин. 7 из них работали поварихами, они просто кормили азовцев. И одна была кладовщицей. Некоторые СМИ потом иронично назвали это дело делом поварих. Настолько очевиден был невоенный статус женщин. Часть обвиняемых удалось обменять до суда. Все женщины вернулись в Украину. И тем не менее в России их осудили заочно за захват власти и терроризм. Самое распространенное обвинение – это шпионаж, государственная измена и терроризм. Нужно учитывать, что часть подразделений ВСУ в России признаны террористическими, и, следовательно, любая помощь им классифицируется как терроризм. Всего мы нашли 293 политически мотивированных уголовных дела против гражданских украинских узников. Но на самом деле их больше. Но мы не смогли их посчитать, поскольку российские пресс-службы публикуют информацию даже без фамилий обвиняемых. Эти 293 показательных процесса – это то, что нам хотят показать. Если начать изучать только российские официальные источники, то большинство историй гражданских украинских узников остается за кадром. Люди просто исчезают и не появляются ни в каких судебных сводках. Всю серьезность ситуации мы осознали только, когда узнали про смерть Татьяны Плачковой из Мелитополя. Эту историю мы рассказали в нашем первом фильме «Узники». Татьяну Плачкову вместе с ее мужем Олегом похитили российские силовики, и Татьяна погибла в российском плену. Причину смерти так и не назвали. А Олег пропал без вести в российских тюрьмах. Моего папу зовут Плачков Олег Юрьевич, 15 мая 1970 года рождения. Похитили его 25 сентября 2023 года. К сожалению, по сегодняшний день нет никакой информации, где он находится и что ему инкриминируют и по какой причине он был задержан. В начале войны мы с мужем проживали в Харьковской области, Изюмский район, Балаклейская міська территориальная громада, не знаю, как это будет на русском, село Байрак. Моего мужа зовут Запорожец Александр Владимирович. Он родился в 1969 году. 14 марта 2022 года, когда мы в очередной раз шли к дому своему, я поднимаю глаза и вижу, как муж, который уже поднялся, на него бегут там около 10 военных с автоматами, и его окружили. На дороге стоял бронетранспортер, они повели туда мужа. Я просила, чтобы они мужа отпустили. Мне сказали, что его проверят, и через 1,5 часа мы его вам сюда и привезем. С тех пор у нас нет о нем никакой информации уже 4-й год. Я Шевченко Елена Викторовна, мать гражданского пленного. Он выезжал 15 марта 2022 года с города Пологи Запорожской области, с оккупированного города, как бы на подконтрольную территорию Украины. И его сняли на последнем блокпосту без каких-либо пояснений, то есть просто вытянули с машины и сказали: дальше ты не поедешь. Пересадили в другое авто российские военные и
больше с ним связи не было. То есть как бы 4-й год он находится в плену, никакой связи нет, я его не слышала, не видела. Общаясь с родственниками гражданских украинских узников и правозащитниками, мы поняли, что на оккупированных территориях Украины выстроена целая система террора, направленная против гражданского населения. Официальное следствие, уголовные дела, суды являются ее частью. Но это только видимая часть айсберга. Гражданских украинцев бросают в следственные изоляторы, но при этом не возбуждают уголовного дела. Я вообще хочу подчеркнуть, что в России существует какая-то псевдоправовая, псевдоюридическая система для удержания этих людей, но она секретная. Нет открытых документов на эту тему, хотя это, кстати, грубое нарушение российского же законодательства. И военные, и гражданские во внутренних документах, которые известны публике, именуются одним и тем же словосочетанием: лицо, задержанное за противодействие СВО. Там не написано в этих документах, что человек является военнопленным. Никакого законодательства, которое предусматривало специальный статус лицо, задержанное за проведение специальной военной операции, не существует. Поэтому никакое регулирование этой истории не существует. То есть это все такое пространство чистого произвола. Вырваться из лап системы очень сложно, но иногда это получается. Это Александр Тарасов, журналист, активист, правозащитник из Херсона. Он был одним из организаторов протестов против оккупации, и он занимался раздачей гуманитарной помощи. Александра похитили прямо с улицы. И так он стал гражданским узником системы. Допрашивавшие его силовики признались в порыве откровенности, что руководствуются указом Путина. Ну, я же задал вопрос, говорю, а как же, по вашей же конституции, по вашей же РФской, трое суток и дали суд, который избирает меру пресечения, и через 3 суток вы обязаны предъявить какое-то обвинение, да, в вашей же конституции это написано. Он говорит, существует указ президента Российской Федерации, про то, что лица, которые препятствуют проведению специальной военной операции, подлежат изоляции. Я говорю, а что выше, говорю, Конституция или указ президента? Я говорю, вы же немножко знакомы с правом. Он говорит, слушай, не морочь мне голову, сам понимаешь, война, все. Я говорю, война или специальная военная операция? Он, не выебайся. Я говорю, понял, все. В этом фильме наша команда собрала всю доступную информацию для того, чтобы нарисовать схему этой системы террора. На схеме есть официальная часть – суды, следственные изоляторы. Но большая часть системы скрыта. Нам удалось нарисовать ее благодаря показаниям правозащитников, родственников гражданских украинских узников и тех, кому удалось освободиться. Начнем с того, как гражданские украинцы попадают в систему. Любой российский силовик на оккупированных территориях Украины может схватить любого украинца, который ему не понравился. Но системно захватом гражданских украинцев занимаются ФСБ, Росгвардия и военная полиция. Подразделение Министерства обороны, которое тесно сотрудничает с ФСБ. Когда территория уже достаточно долго находится под оккупацией, российские власти развертывают там свои силовые органы. Это органы ФСБ, это органы полиции. И уже силами этих органов, сотрудников этих органов происходит дальнейшее задержание, основная масса арестов и задержаний. То есть фактически работает ФСБ. У них стоит задача выявлять сколь маломальские нелояльных, на их взгляд, людей. Это было ФСБ. Чему ФСБ? Потому что они сами потом подтвердили, что не ФСБ, потому что в перерывах между, когда они били, их, они задавали вопросы типа связи с нацкорпусом, знаю, то есть это самое. Кого я знаю с правого сектора в Херсоне, кто руководитель правого сектора в Херсоне был, кто проукраинские журналисты, кто остался, кто, понятно, что типа кто координаторы акции. В оргкомитете. И, конечно, я сказал, что у нас оргкомитета как такового и нету. То есть они четко мне говорили, типа, ты в 2019 году встречался на офисе самообороны с представниками национального корпуса по вопросам акции не капитуляции. Вот есть такая закономерность. Задерживают людей, которых оккупанты считают потенциальной угрозой. То есть людей, вокруг которых, как предполагают оккупационные власти, могут объединиться другие украинцы
для сопротивления режиму. Для этого не обязательно даже быть политическим активистом. Нужно быть просто социально активным человеком. Нужно помогать другим, если говорить проще. Я знаю случаи, когда человек просто вез воду здесь, в Киевской области, из Бучи в Гостомель, вез своим соседям, потому что у них не было воды. Его остановили, мешок на голову, и он до сих пор находится в российском следственном изоляторе. Второй вариант задержания гражданских украинцев – фильтрация. Человека останавливают, обыскивают, проверяют телефон. И если находят что-то подозрительное, задерживают. Его просто забрали, увели, и потом я его ждала какое-то время при пересечении границ там в автобусе с детьми, с другими людьми, которые также выезжали из оккупации. И все уже прошли проверку, все уже пришли в автобус, не было только моего мужа 3 часа. Но я вернулась, а сказали, что муж уже дальше не поедет. Ну, возможно, поедет позже. Даже татуировка может послужить основанием для того, чтобы оказаться в концентрационном лагере. Когда люди проходят фильтрацию, их заставляют обнажать кожные покровы, показывать, есть ли какие-то татуировки. Если там есть татуировки, связанные с украинской символикой, то это однозначный билет в концлагерь. Третья причина задержания – произвол. Например, российский зет-блогер рассказывал во время стрима, как украинскую девушку, работницу бензоколонки, задержали только за то, что она говорила на украинском языке. Я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? А девка стоит. Я говорю, что ты со мной на украинском разговариваешь? Я так хочу. Ну, хочешь, ладно. Все, до ближайшего блокпоста отправил до ВКР. Подвал, поехали отдыхать. Поехали отдыхать на подвале. Большинство задержанных проходит так называемую спецпроверку и предварительную процедуру. Этих терминов нет в законодательстве Российской Федерации, но они есть на оккупированных территориях Украины. Александра Тарасова после задержания привезли в администрацию Херсона. Обращение, конечно, было очень-очень жестоким, то есть пытки длились до... Они где-то в 4 меня привезли, закончили пытать в районе где-то 6 утра. Ну, вот это беспрерывно был процесс пыток, то есть избиение, подвешивание за руки, что выкручивается, это самое типа дыба. И там одевались наручники, одевались еще и на пальцы. Но болезни не было, ну, как бы этот самый. Электрический ток применяли, конечно же, как бы, ну, электроды присоединяли к телу, как бы, к мочкам уха, ну, как бы это самое. Вот. И после как бы вот этих вот очень длительных допросов, где-то в районе 6 утра, они меня подвесили, застегнутые наручники подвесили меня в таком положении. Вот, не знаю, сколько я там провисел, висел. Потом они пришли и сказали, что мы должны с тобой записать видео. Ну, типа, ты нам должен на видео рассказать то, что мы скажем тебе, или мы сейчас привезем сюда твою семью, и сделаем с твоей семьей то же самое, что мы делали с тобой. Кто ты? Я блогер, общественный деятель, принимаю активное участие в жизнедеятельности города, общественной жизни города. Кто организовывает митинги в месте? Ну, есть несколько уровней. Я так понимаю, что есть общественные деятели, публичный уровень. Это Олег, которого я знаю, деятель. Знаю, что публично выступал по поводу митингов Сергей Павлюк. Но также мне известно, что эти митинги координируются Службой безопасности Украины с целью дестабилизации ситуации в Херсоне, с целью того, чтобы были спровоцированы человеческие жертвы, для того, чтобы потом это показывать. Точно знаю, что идет и указание с Киева про организацию и проведение этих митингов. На этом видео Александр говорит по-русски. С 2014 года Александр перешел полностью на украинский язык. И говоря по-русски, он пытается передать знак своим друзьям, что это признание недобровольно. Когда система считает, что выбила из человека достаточно, он может еще некоторое время оставаться на пунктах сортировки и быть свидетелем, как пытают других. Потім нас перевезли в ізолятор тимчасового утримання, мене кинули в одиночку. Там немає ні нар, ні умивальника, нічого, тільки параша і підлога. В плані їди нам давали літр води на день, і один какой-то сухпай,
ну, сухпайок просроченный, как бы, вот, который невозможно было есть, ну, фактически это самое, вот, и все. Но это, ну, это наименьшая проблема, которая была. Самая большая проблема была в том, что они к ночи начинали свозить людей, и у них конвейером было поставлено пытки. Вот только темнеет, как бы это самое, они начинают вести людей, начинают пытать, начинают проводить допросы, как бы, и это всегда происходило очень жестоко, это всегда криками страданий людей, это ихними воплями слышно, как они бьют, как падает человек, они ему кричат: «Встал, я тебе сказал, встал». Вот, они его дальше бьют, и ты находишься в камере, и просто я ходил в эти моменты, ну, просто вставал и ходил просто по камере, потому что, как бы, ну, невозможно спокойно сидеть, потому что ты в тот же момент думаешь, что вот они могут к тебе зайти и начать то же самое делать с тобой, ну, как бы, да, и ты понимаешь, ну, это психологически, ну, как бы ты внутренне надеешься, что это не произойдет, да, как бы, вот, и ты логически себя успокаиваешь, ну, что типа с тебя все, что хотели они взять, взяли, ну, информацию, да, что ты там оперативного интереса для них уже не представляешь, ну, типа, это, ну, как бы, да, но и в то же время ощущение вот этого вот своей беспомощной невозможности помочь человеку, да, этим людям, которых они мучают, которых они пытают, которые кричат, как бы, ну, один человек не выдержал пыток, покончил с собой, там, ты сам повесился на своей одежде, ну, как бы, этот самый, вот, я слышал, ну, они перед собой переговаривались, они выносили тело, как бы, это самое, это вот за короткий период пребывания моего там, за 5 дней. То есть я 5 дней там был, и вот за 5 дней как бы человек не выдержал пыток, покончил життя самого собой, при том ничего не было, ну, у него, то есть он собственной одежды сделал, как бы, для того, чтобы... Если ФСБшникам удается получить достаточно материала для показательного процесса, то на человека заводят уголовное дело, и он идет по официальному пути. Назовем таких узников официальными, потому что информация о них есть в официальных источниках. В начале фильма мы рассказывали о судьбах двоих таких узников. Для украинских заключенных ситуация сильно отличается от той, с которой сталкиваются российские заключенные. Российская Федерация не допускает адвокатов к военнопленным, обосновывает тем, что в Женевских конвенциях отсутствуют такие нормы. Но вот эти вот гражданские лица, которые задержаны за противодействие военной операции и незаконно перемещены на территорию российской, они могут общаться с адвокатами. Однако российские власти не организовывают эти свидания, отказывают. Мои коллеги ходили в суд и пытались добиться этих свиданий. Министерство обороны отвечает, что место их содержания – это секретная информация, соответственно, мы не можем информацию предоставить делу, не можем предоставить свидание. При отсутствии свиданий информацию об условиях содержания мы получаем только от тех, кто освобожден в ходе обмена. Вариантов окончания пути для официальных украинских узников два – обмен или заключение в российскую тюрьму по приговору, если, конечно, удастся выжить. Вот так выглядят украинские военнопленные, которые вернулись на родину по обмену. Люди, которые официально числились в списках пленных, чьими жизнями и здоровьем интересовались международные правозащитные организации. Если они выглядят вот так, можно представить, что происходит с узниками, лишенными защиты семьи и адвокатов. А что, если информации от человека для заведения уголовного дела недостаточно? Или системе просто не нужно столько уголовных дел? Человека отпустят? К сожалению, нет. И тогда человек попадает в так называемую категорию инкоммуникадо. Именно это произошло с Александром Тарасовым. Инкоммуникадо – содержание заключенных без связи с внешним миром, без права переписки и свиданий с родственниками и защитником. Стоит в одном ряду с насильственным исчезновением, которое является преступлением против человечности. Муж Ирины Швец пропал в 22 году в Буче во время оккупации. Ирине удалось выяснить, что муж находится в колонии номер 1 Тульской области, в городе Донской. Эту информацию Ирина получила от двоих пленных, которые сидели вместе з її мужем і були освобождені по обміну. Їх просто там скривають. Ну, хлопці, які не всі виходили нацгвардійці, прикордонники, МЧСники, різні. От вони там сиділи в тих камерах разом. І вони розповідають, що цивільних там більше, ніж військових. Тому нас, як зараз проходять кожен обмін, і в нас жодного цивільного, тоді
скільки нам років знадобиться, і чи вони виживуть з таким, якщо людина, вони там бачите, які всі худі і нещасні виходять звідти. Вони стоять з 6 ранку підйом до 10 вечора, постійно на ногах, без права присісти. Лише там поснідати хвилинку-дві, обід хвилинку-дві і вечеря. А так постійно стояти, зігнувши, отак, не маєш права куди дивитися, не маєш права підсклонитися. Вони зразу перебігають, всіх б'ють, всіх. Якщо хтось один, то зразу проклонився. Получають всі. Вночі в 10-й відбой вони 11:30 приходять, будять, виводять, вони там знову стоять то годину, то півтори, потім знов заводять, знову 3:45, ось перед 6 годиною, ще раз будять, ще раз таке. І це кожен день, тож людина може з розуму зійти. Там багато хто і не видержує, це я не знаю, як вони там просто, як вони тримаються, ну вони тримаються. Таблеток не дають, їм там, вони хлібом діляться, а їдять хлібом і каже, а ми з Сашею ділилися кашею. Я кажу, як це? Угощали друг друга. Я кажу, як це ви, чим ви угощали? Це хтось сьогодні хоче більше з'їсти, значить тобі кашу на хліб помасти, на кусочок хліба, щоб ти сьогодні більше з'їв, а той завтра буде їсти. Ну це що, люди? Ну це 21 століття. Ті гроші не можуть собі награбастити, а тут люди просто гинуть. І ніхто не знає, і всі мовчать. А це страшне, що відбувається. Так не може бути. Кожна людина має право на життя, на нормальное життя. Гражданских узников инкоммуникады помещают в так называемые места содержания лиц, противодействующих проведению СВО, так же, как и украинских военнопленных. Есть и такая вот абсолютно, скажем так, закрытая система, которая не подчиняется ФСИН, которая внешне выглядит похоже, то есть это тоже могут быть старые колонии, старые следственные изоляторы. Там уже никакого ФСИН нет. Там есть военная полиция, там есть российские спецслужбы, сотрудники ФСБ прежде всего. И там людей как раз удерживают без каких-либо прав, даже минимального набора прав, который предусмотрен подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу. Самый известный такой изолятор находится в Таганроге. Это СИЗО номер 2. Через него прошло огромное количество гражданских и военных узников. Именно в этом СИЗО содержалась и, вероятно, там же умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Виктория была похищена в 23 году на оккупированной территории. И через год, в сентябре 24 года, стало известно о ее смерти в плену. В апреле 25 года Россия передала тело Виктории Рощиной Украине. Без части гортани, глаз и мозга. Второй не менее страшный изолятор находится в Симферополе. Это СИЗО номер 2. Нас в конце октября месяца СИЗО-1 перевели в СИЗО-2 на Симферополе. СИЗО-2 это специально для украинцев создано СИЗО, оно находится на территории колонии, и там отдельный корпус полностью выделен для украинцев, для политических там содержат. Вот, нас перевезли в СИЗО-2. СИЗО-2 трошки легче, немного легче было, потому что там так напрямую не пытали, как в СИЗО-1, да, они делали, но они там морально там унижали всячески, потому что они устраивали там постоянные каждую неделю шмоны в камере, переворачивали все, что есть, да, там просто типа проверка. У нас нету связи с внешним миром, там не может ничего поступить, ничего не вот, но тем не менее шмоны. Они организовали раз там в 2 недели эти массовые проверки, что мы личные осмотры, что у нас никаких передатчик нету, у нас никакой связи с внешним миром, мы в изоляции. Rебята, которым предъявляли обвинения по статье, они сидели отдельно, то есть нас не мешали. Нас тех, которых секретно держат, просто это самое, то держат их отдельно. Тех, кому статью предъявили, их держат отдельно. Тем, кому статью предъявили, у них передатчики есть. У тех, которые статьи нету, как мы, то там никаких передач, никакой связи с внешним миром нету. Александр Тарасов провел в плену год. Ему не предъявляли никаких официальных обвинений.
В такой же ситуации оказался 70-летний испанский волонтер Мариано Гарсия Калатают. Мариано был похищен в марте 22 года в Херсоне и находился в соседней с Александром камере в Симферопольском СИЗО номер 2. У него проблемы были с давлением, сердцем, со всем, и он постоянно звал доктора. Вот. Им как до него и не подходил ни доктор, никто к нему и не подходили. Могли по несколько дней не подходить, потом как-то даже пришел фельдшер, дали ему карвалол, померили ему давление, ну, как бы там что-то дали, еще какие-то таблетки, ушли. И потом ему запретили садиться на кровать или ложиться на кровать. Позже испанца увезли из Симферопольского СИЗО номер 2. Его жена не знает, где он находится сейчас. На апрель 25 года украинским правозащитникам известно о более 180 местах, где содержатся украинские узники. География тюрем очень широка. Кремль как будто специально пытается распылить украинских пленников по максимально широкой территории. Возможно, российская тюремная система была просто не готова принять такое огромное количество украинских узников. Еще до полномасштабного вторжения в 2018 году Россия начала масштабную программу реконструкции и строительства мест лишения свободы на сумму 55 миллиардов рублей. В 2022 году, через 2 месяца после агрессивного вторжения, эту программу пересмотрели. Стоимость ее удвоилась и достигла 102 миллиардов рублей. Мы посчитали и выяснили, что удвоилось и число мест в СИЗО с примерно 10 тысяч до 20 тысяч. Еще по программе 2018 года в оккупированном Симферополе должны были построить, плюс к тем 2 СИЗО, о которых рассказывал Александр, еще один изолятор на 1500 мест. Но стройка сорвалась из-за коррупционного скандала. По уровню жестокости в отношении украинских узников выделяется колония номер 7 во Владимирской области, в поселке Пакин. Свидетельства о творящихся там зверствах собрали журналисты из проекта «Виктория Project», который был сделан в памяти Виктории Рощиной. По состоянию на осень 2024 года было известно как минимум о 2 пленных украинцев, которые там погибли. В Пакино, как и в других местах лишения свободы, украинских узников били во время приемки, заставляли петь российский гимн и устраивали имитацию расстрелов. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а эти данные получены в результате опроса нескольких сотен вернувшихся людей, 91% украинцев подвергались пыткам. Это пытки в прямом смысле этого слова. Это избиение электрошокером, при этом часто с использованием воды, чтобы усилить страдания. Это выжигание татуировок. Ну, если у человека находят татуировку, то на кожу наносят горючую жидкость, потом поджигают, выпаливают это тату. Это инъекции, которые делают в напряженные мышцы. То есть в некоторых СИЗО медицинский персонал использует для того, чтобы пытать людей. И тут я хочу подчеркнуть, что это не эксцессы исполнителей. Это не отдельные садисты в Федеральной службе исполнения наказаний. Это системная практика, что недавно было подтверждено показаниями 3 свидетелей, бывших сотрудников ФСИН, с которыми сейчас работает Международный уголовный суд, и которые дали показания о том, что после начала полномасштабного вторжения на одном из совещаний персоналу ФСИН сказали, что можно пытать, можно избивать, никакой ответственности они за это нести не будут. Сколько же всего украинцев было похищено на оккупированных территориях? Ответить на этот вопрос оказалось сложнее, чем мы думали. Я буду ориентироваться на цифру официального Лубенца, ну, как бы полномочий 15 тысяч, но я думаю, что больше трошки, ну, немного больше, плюс-минус, как бы, да, то есть я думаю, что, ну, не меньше 15 тысяч, я думаю, что эта цифра все-таки больше и находится в районе, там, 3 десятков, наверное, как бы, похищенных людей, 30 тысяч, ну, это мои предположения, потому что, ну, четких цифр нет. Человека может без суда и следствия держать год, 2, 3, притом он удерживается без связи с внешним миром, без доступа адвокатов, и не всегда есть возможность и тем, кто вышел, связаться с родственниками, да, или найти. Ну, вот иногда освобождают с камеры человека, и вот по собственному примеру мы всегда готовились, все запоминали контакты инших, и чтобы человек, когда вышел, связался с родными того, кто сидит.
вот, для того, чтобы родные хотя бы приблизительно знали, где человек находится. И в связи с этим очень сложно вести учет, плюс учитывайте, что правоохранительные органы, ну, украинские, они иногда некоторые случаи регистрируют как без вести пропавший. Почему? Человек вышел, исчез. Все, его нет, ну, то есть неизвестно. Нет подтверждения его плена, нет ответа Красного Креста, нет свидетелей, да, ну, то есть этот человек может уже и погибнуть, может быть уже убитым. До сих пор находят тела людей в Херсоне, которых похищали в 22 году. Вот, находят их в плавнях, как бы, ну, в камышах находят, там эксгумацию проводят, там целые ямы были, куда людей скидывали просто, вот, устанавливать по экспертизам ДНК как-то, ну, этих людей, а до того момента никто не знал, где они и что они, да, ну, то есть они исчезли, все. Я с этого села, там село очень небольшое, там ну, где-то человек 60, наверное, жило, и то много дачников. С этого села забрали 3. Сначала моего мужа, а потом еще 2. Я нахожусь в группе «Цивильные в полоне». Нас, как бы, вот то, что я знаю судьбы, то есть нас 400 человек. Это в основном все люди, как бы у кого мужа, у кого сына, у кого жену забрали на оккупированной территории без любых объяснений, то есть забрали и все. Кого с дома забирали, кого как моего сына как бы на блокпосту, кого как. И то есть вот как бы в основном в большинстве случаев нету никакой. Есть из них многие, которых уже как бы осудили за шпионаж, как бы за придуманную, как говорится, наказание Россия. Человек 100-150 из 400. А в основном как бы вот 250 есть, которые в нашей группе вообще как бы вообще никакой нет информации. То есть это, если у меня о сыне хотя бы есть какая-то весточка от освобожденных, то есть люди, которые вообще 4-й год ничего не знают. То есть это как бы пропал без вести и все. Вот вывезли человека и нету человека. Все. Ну, 80% на 20. Это 80, которого они не светят, и 20, которых они легализовывают через уголовное предъявление уголовных преступлений. Вот. У нас, я это могу судить по своей, как бы, ну, по своему опыту, по своему СИЗО. Как бы, вот у нас в блоке там было больше 60 людей, ну, в нашем блоке, да. И тогда же, ну, не больше десятка было предъявлено обвинение. Ну, как бы они содержали, может, даже и меньше. Они содержались отдельно, ну, как бы, ну, потом кому-то в дальнейшем предъявили обвинение, так и мы выходим на статистику где-то 20%. Мы столкнулись с тем, что нет единого списка гражданских украинских узников. Волонтеры и правозащитники ведут свои списки. Но из-за войны и оккупации это очень сложно. Вот сколько их – это очень сложный вопрос. Дело в том, что Российская Федерация скрывает их количество, довольно редко отвечает даже на запросы родственников о том, где их близкие, какова их судьба, никогда не указывает местонахождение такого человека. И поэтому точно сказать, сколько их, просто невозможно. Мы провели расчеты на основании государственного украинского реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах, учли, сколько там военнопленных, учли, сколько примерно этих людей, вероятно, к сожалению, уже погибли, но их не могут найти. І я оперирую обычно цифрой от 7 тисяч чоловік. На жаль, у нас немає доступу до жодних офіційних російських даних, але ми знаємо про цифру і можемо назвати цифру у 15 тисяч цивільних, місце знаходження яких зараз невідомо. Але частково ми знаємо про те, що 2 тисячі з цих 15 тисяч в нас є певні відомості про місця їхнього перебування. Це неофіційні дані, і тому, на жаль, вони не остаточні. Случай Александра Тарасова, которого спасла международная огласка, это скорее исключение. Система с большой неохотой отпускает своих узников. В рамках обменов на подконтрольную Украине территорию вернули 6099 человек, и из них всего 300 гражданских лиц. 254 мужчин и 46 женщин. Вне обменов было освобождено всего 363 гражданских лица, 279 мужчин
и 84 женщин. Во время многочисленных допросов и пыток ФСБшники могут собрать необходимый им материал и завести уголовное дело в любой момент. Именно этим объясняется, почему иногда человек пропадает в марте, а уголовное дело по официальным документам на него заводят в сентябре. И третий вариант финала для узников в системе террора – смерть. Пока мы видим, что узников становится только больше, и система не торопится ни судить их всех, ни отпускать. Что с ними будет дальше? Ответ на этот вопрос мы можем поискать в прошлом. В 1924 году правозащитник и историк Олег Орлов совместно с командой «Мемориала» опубликовал большое исследование российских войн в Чечне, Сирии и Украине. И на примерах показал, как одни и те же действия российская машина репрессий повторяет снова и снова на разных территориях. С момента начала Первой Чеченской войны насильственные исчезновения стали неотъемлемой частью вот этой системы террора. Насильственные исчезновения, они разных бывают категорий, да? Ровно то же самое, что мы видим в Украине. Сама идея создания фильтрационных пунктов, где распределяются люди, вот, да, одни в тюрьму, другие все-таки на свободу. Это идет, конечно, тех времен, со времен сталинизма. Ровно так же и работа по спискам, предварительно подготовить списки на территории, куда входят войска. Вот Вторая Чеченская война, скорее всего, эта вот система сформировалась окончательно, и эту сформированную систему просто взяли и перенесли на территорию Украины. Да? Ее начали в полномасштабном виде использовать именно с начала широкомасштабного вторжения. Но если говорить про Вторую Чеченскую войну, то за вот ее годы нами зафиксировано, вот пока есть там имя, фамилия, обстоятельства, как похитили, что похитили именно представители государства, его, возможно, дальнейшая судьба, а потом он исчезает бесследно. А вот таких абсолютно доказательно у нас зафиксировано в нашей базе данных 3000. Менее доказательно, но это вполне очевидная экстраполяция, 5000 человек насильственно исчезнувших на территории Чеченской Республики во время Второй Чеченской войны. Когда я говорю насильственно исчезнувших, это значит, человека увезли, представителя государства содержали где-то в неизвестности и потом убили. Эти люди все стали жертвами незаконных, внесудебных казней. Подчас очень жестоких. Вот как прекратить террор против населения? Деоккупировать эти территории. Другого пути я, честно сказать, не знаю. Сейчас за гражданских украинских узников борются только их семьи и правозащитники. Часто это люди, которые не знают, что делать. Они впервые с таким столкнулись. Пока идут переговоры о линии фронта, о политике, об условиях сделки, человеческие жизни выпадают из этого уравнения. Скорее всего, они останутся там, где и сейчас. В подвалах и тюрьмах, без света и связи, подвешенные к потолку, обмотанные проводами. Это их смертный приговор. Мы не хотим мириться с этим молчанием. Молчать – это помогать системе. Давайте заговорим и спасем этих людей. Я ищу своего брата Удовиченко Сергея, 1987 года рождения. Я гражданская жена Мариана Гарсия Калаты. На сегодняшний день связи с ним абсолютно нет. Мой бывший муж и отец моего ребенка был похищен. Моего мужа зовут Дорохов Сергей Владимирович. Он сейчас находится в российском плену. В российской тюрьме находится мой муж. Что с ним, живой он или нет? То есть вот ребенок пропал и все, его нет. Они его держали на себя. Там законно вывезли с территории.